Всем привет, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня я вам хочу рассказать факты о космосе. И первый факт у нас будет: время на Земле идет медленнее, чем на Луне. Гравитация не только удерживает на поверхности нашей планеты все живое, а также атмосферу и воду. Она способна замедлять время, как доказывают ученые. Поэтому космонавты, находясь на поверхности Луны, стареют на сотые доли секунд быстрее, чем на Земле. Следующий факт. Когда на Земле появились грибы, сутки были короче. Луна отдаляется от Земли, и это же уже доказано. Поэтому, когда суша еще не была обжита, а основу жизни составляли не только бактерии, но и многоклеточные организмы с уже довольно сложной структурой. Например, грибноподобные сутки на планете насчитывали всего 18 часов. Третий факт. За 24 часа полета космонавты встречают 16 рассветов. Представьте, вы пролетаете темную ночную сторону Земли, двигаетесь на восток, а атмосфера работает как призма, делит восход на сотни цветов, и сначала ты видишь свою синюю полоску, потом голубую, потом желтую, и так двигаешься, пока не увидишь целую радугу. Через 45 минут уже закат, и ты наблюдаешь всю ту же красоту, только в обратном порядке. Картина повторяется каждые 45 минут, но никогда не надоест, рассказывал в интервью астронавт Майк Мэлейн. Четвертый факт. В космосе нашли обручальное кольцо. Когда Аполлон-16 еще только летел к Луне, пилот Кен Маттингли обнаружил, что потерял обручальное кольцо. Спустя неделю символ брачного союза заметили вылетающим из люка, когда Кен выходил из корабля наружу. Другой астронавт, Чарльз Дьюк-младший, попытался схватить колечко, но безуспешно. К счастью, оно ударилось о шлем Маттингли и срикошетило в обратном направлении, поэтому Дьюку удалось поймать его. Следующий факт. В созвездии Рака есть алмазная планета. На этой планете год проходит за 18 дней, поскольку она вращается с огромной скоростью. Космический объект, который астронавты называли Янсен, на треть состоит из алмаза, но одна половина у него расплавлена и представляет собой раскаленную лаву из углерода. Шестой факт. В космосе происходит омоложение всех клеток. У хромосом есть концевые участки, называемые теломерами. Чем короче эти фрагменты, тем быстрее человек стареет. Теломеры астронавта Скотта Келли после полета стали длиннее. Правда, по возвращении на Землю за первые 2 суток они снова укоротились. Седьмой факт. Похороны на Луне. Юджин Шумейкер должен был стать первым астрогеологом, ступившим на поверхность спутника Земли. Однако его подвело здоровье, и мечте не дано было сбыться. Но он участвовал в подготовке Нила Армстронга и других астронавтов к полетам. В 1997 году Юджин отправился в Австралию, где погиб в автокатастрофе. НАСА, отдавая день уважения Шумейкеру, доставила его обратно на Луну. На борту аппарата Lunar Prospector. Так он стал первым и единственным человеком, который похоронен на Луне. На орбите Земли невозможно стать льдиной. Согласно измерениям, проведенным во время полета вокруг нашей планеты, превратиться в кусок льда на ней невозможно. Температура в космосе вблизи орбиты составляет плюс 4 градуса под Цельсием. Это связано с тем, что атмосфера не поглощает и не рассеивает солнечные лучи на таком расстоянии от поверхности. Девятый факт. В космосе есть гигантский малиновый коктейль. Это не метафора. В 26 тысячах световых лет от нас расположено газопылевое облако Стрелец Б2. Ученые обнаружили, что оно содержит миллиарды литров спирта. Более того, в облаке обнаружен этилформиат, который отвечает за характерный вкус
малины и за запах арома. 10-й факт. На Земле деревьев больше, чем звезд в Млечном Пути. Как утверждают исследователи космоса, в Млечном Пути от 100 до 400 миллиардов звезд. На нашей планете более 3 триллионов деревьев. Хотя, наверное, лет через 200 их станет в 100 раз меньше, если человечество не одумается. 11-й факт. Оказывается, что наш спутник, Луна, отдаляется от нас каждый год примерно на 4 сантиметра. Это зависит от уменьшения периода вращения планеты на 2 миллисекунды в день. 12-й факт. Ежегодно только в нашей галактике рождается 40 новых звезд. Сложно даже представить, сколько их появляется во всей Вселенной. 13-й факт. Вселенная не имеет границ. Кажется, что с этим утверждением знаком каждый. На самом деле ни один человек не знает, является ли космос бесконечным или он просто гигантский. 14-й факт. Наша Солнечная система ужасно скучная. Если подумать о наших соседях, то все они непримечательные газовые шары и куски камня. От ближайшей звезды нас отделяют множество световые пустоты, а между этим в других системах полно всякой удивительной всячины. В просторах Вселенной есть очень удивительная вещь — гигантский газовый пузырь. Его длина составляет около 200 миллионов световых лет, а это находится он от нас в 12 миллиардах этих же лет. Эта интересная штука сформировалась всего-то через 2 миллиарда лет после Большого взрыва. Солнце больше Земли где-то в 110 раз. Оно даже больше гиганта нашей системы Юпитера. Однако, если сравнить его с другими звездами во Вселенной, наше светило займет место в яслях детского сада. Вот настолько оно мало. Теперь давайте представим звезду, которая больше нашего Солнца раз в 1500. Если даже взять всю Солнечную систему, то она не займет более пиксель этой звезды. Это имеют VY, большой пес, диаметр который составляет около 3 миллиардов километров. Как и почему эту звезду разнесло до таких габаритов, никто не знает. Авторы, фантасты, нафантазировали около 5 разных типов планет. Оказывается, что этих видов в сотни раз больше. Ученые открыли уже 700 типов планет. Одна из них — это алмазная планета. Причем во всех смыслах этого слова, как известно, углероду нужна совсем малость, чтобы превратиться в алмаз. В этом случае условия совпали так, что одна из планет затвердела и превратилась в драгоценность вселенского масштаба. И стоит она очень дорого. $2,5 миллиарда. Только небольшой кусок планеты. 15-й факт. Черная дыра — самый яркий объект во Вселенной. Внутри черной дыры сила гравитации настолько велика, что из нее невозможно вырваться даже свету. По логике вещей, дыра должна быть незаметна на небе вовсе. Однако, во время вращения дыры, кроме космических дел, поглощаются еще и газовые облака, которые и начинают светиться, закручиваясь по спирали. Также метеоры, попадая в черные дыры, загораются от неимоверно резкого и быстрого движения. 16-й факт. Свет нашего Солнца, который мы видим каждый день, имеет возраст около 30 тысяч лет. Энергия, получаемая нами от этого небесного светила, образовалась в ядре Солнца около 30 тысяч лет назад. Именно вот настолько времени и не меньше необходимо фотонам, чтобы пробиться из центра на поверхность. А после освобождения им надо всего лишь 8 минут, чтобы добраться до поверхности Земли. 17-й факт. Мы летаем в пространстве
космоса со скоростью 530 километров в секунду. Внутри галактики планета движется со скоростью 230 километров в секунду. Сам Млечный Путь летит в космосе со скоростью 300 километров в секунду. 18 факт. Нам на головы каждый день падает около 10 тонн космической пыли. 19 факт. Во всей Вселенной существует более 100 миллиардов галактик. Есть шанс, что мы не одиноки. 20 факт. Каждый день на нашей планете падает около 200 тысяч метеоритов. 21 факт. Средняя плотность веществ Сатурна в 2 раза меньше, чем плотность воды. Это значит, что если опустить эту планету в стакан с водой, то она будет плавать на поверхности. Вы можете в это поверить? Только, конечно, если найдете соответствующий стакан. 12 факт. Солнце худеет на миллиарды килограммов в секунду. Это связано с солнечным ветром, потоком частиц, которые двигаются с поверхности этой звезды в разные направления. 22 факт. Если бы захотели на машине добраться до ближайшей звезды после Солнца, Проксима Центавра, то нам при скорости 96 км в час понадобилось бы около 50 миллионов лет. 22 факт. Даже на Луне происходит землетрясение, которое именуется как лунотрясение. Но все уже в сравнении с земными они ничтожны, слабы. Ежегодно подобные лунотрясения насчитывается более 3000. Однако этой совокупной энергии хватило бы на небольшой салют. 24 факт. Сильнейшим магнитом во всей Вселенной считается нейтронная звезда. Ее магнитное поле в миллионы миллиардов раз больше, чем поле нашей планеты. Всем спасибо, дорогие друзья, за ваши просмотры, комментарии. Всем сладких сновидений.